Я буду говорить как на суде, правду, еще раз правду и только правду, исходя из того, как я ее понимаю. Во-первых, интеграционные процессы при всех тех декларациях, которые мы слышим, при саммитах и встречах, саморазвиваются очень слабо, с моей точки зрения. Во-вторых, организации, которые существуют под зонтиком вот этой самой интеграции, они во многом виртуальные. Если посмотреть публикации, которые по ним шли, масса самых разных публикаций, то выясняется, что в основном они планируют, предусматривают, либо, скажем, как та же Евразес, это некая форма передачи российских денег еще куда-то. То, что мы видели с Белоруссией, вот то, что сейчас непонятно происходит с Киргизстаном. Так что я бы не преувеличивал сам факт этой интеграции, хотя, безусловно, она необходима, и было бы глупо это отрицать. Но на ее пути такое количество проблем, что мало не покажется. Что такое Евразес? Если мы попытаемся придумать, что Евразеса было сделано, то, в общем-то, мы запутаемся. Это с одной стороны. Но если мы посмотрим на Евразес как некий кокон, из которого чего-то может получиться, то тут есть определенная реальность, потому что вот эта самая триада, таможенный союз, единое пространство и Евразийский союз, это в общем, ну такой пока еще непонятно какой ребенок, но это тот ребенок, который там зарождался, и в этом безусловно позитив. Поэтому, когда говорят, что саммит ни к чему не пришел, то он ни к чему и не мог прийти нормально, если говорить с точки зрения экономической. То есть либо продолжается более углубленный процесс и используется это Евразес как один из инструментов, но тот, вот знаете, как это сам кокон бабочки, вот постепенно это будет отмирать. И не потому, что плохая Евразес, а потому что, в общем-то, ее миссия была выполнена. Если не будет в дальнейшем развиваться интеграция, то я полагаю, возможный откат к Евразесу, и там пойдет какая-то игра, но пока что вот в самое ближайшее время, там, в самые ближайшие годы, пока идея Евразийского союза тоже, в общем, очень непростая и не всегда понятная, пока есть в ней какой-то креатив, который используется, я думаю, что Евразес будет вот не более чем уходящим инструментом. А там посмотрим, потому что мы прекрасно знаем, что тот же Евразийский союз реально пока что это двусторонние российско-казахстанские отношения. Давайте все-таки обратимся к первоисточникам. А первоисточники это являются те документы, которые, или та информация, которая появилась после окончания, значит, этой встречи 19 числа. Как я понимаю, это первый саммит Евразес, в ходе которого значительная часть информации оказалась недоступна для тех, кто ей интересовался. Это может означать или то, что противоречие между тройкой основных игроков Таможенного союза Евразес вышли на какой-то качественный уровень, при котором большинство вопросов так и осталось вне зоны договоренностей. Или, скажем так, решили не создавать дополнительное поле напряженности в медийном пространстве, и поэтому сочли, что часть переговоров будет идти off the record. Я думаю, что, скорее всего, это был второй вариант. И если посмотреть внимательно, то на предыдущем саммите было принято решение о том, что Евразес ликвидируется. И вопрос был только в том, расхождение между Минском, Москвой и Астаной, в какие сроки, значит, эта ликвидация произойдет. Не знаю, насколько информация, которой я располагаю, она точна, но по моей информации как раз Минск настаивал на том, чтобы процесс ликвидации Евразес прошел в максимально сжатые сроки, чуть ли не до марта 2012 года. То есть, по идее, по мнению Лукашенко, уже после этого саммита Евразес должно было там, в некие ближайшие сроки существование прекратить. Тогда как Назарбаев, значит, и российская сторона настаивали на том, что давайте решать этот вопрос поэтапно, эволюционно, и, по крайней мере, до 31 декабря 2012 года надо дать Мансурову и, значит, Евразесу возможность спокойно завершить, так сказать, свою миссию и передать полномочия Евразийской экономической комиссии. Как я понимаю, это была первая интрига. Значит, второй момент. Среди тех документов, которые были утверждены на этом саммите, как я понимаю, три основных бумаги. Первое – это принято решение о начале работы Евразийской комиссии. Второе – это бонификация паспортного визового контроля в странах ТС.
И третье – это заявление о том, что договор о создании Евразийского экономического союза предполагается подписать только 1 января 2015 года. Я думаю так, что если бы только три этих вопроса были в центре внимания саммита Евразес, понятно, что и смысла особого собираться по этому поводу бы не было. Тем более все это было достаточно известно заранее. Вопрос только был, когда этот договор будет подписан. Теперь стало ясно, что до 2015 года он подписан не будет. Это второй момент. Третий момент. Значит, вопрос о том, как стороны оценили этот саммит. Здесь примечательно высказывание Дмитрия Анатольевича, которое я цитирую. Мы продуктивно потратили это время в дискуссиях, подчеркиваю, мы продуктивно потратили это время в дискуссиях, подчас достаточно острых о том, как нам дальше продвигать интеграционные процессы. Это означает, что данный саммит был не саммитом принятых решений, а саммит аудита и определения позиций на ближайшее будущее. То есть, по сути дела, это немножко необычная форма для саммита, потому что принято так, что собрались вожди, подписали какие-то документы, да, и вопрос закрыли. Здесь это впервые мы видим, что действительно в рамках Евразеса, Таможенного союза Единого экономического пространства, идут очень острые и серьезные дискуссии. Тогда, как замечу, что на прошлом саммите, между прочим, было подписано около 20 документов, причем почти все из них были на самом деле основополагающие и для Таможенного союза, и для Единого экономического пространства, и для будущего Евразийского союза. И тут возникает вопрос, а кто-нибудь читал эти документы в полном объеме, которые были приняты после прошлого саммита? Поэтому здесь стоит еще одна проблема. Вожди принимают решения, а как идет информационное обеспечение этих решений, и как вообще идет информационное обеспечение Таможенного союза, работы Евразеса и Единого экономического пространства. Те эксперты, которые не имеют прямого доступа, допустим, в Евразийскую экономическую комиссию или лично не знакомы с Мансуровым, а как они могут получать решение о том, вообще, что за этим всем на самом деле стоит. То есть центральный вопрос, который сейчас существует помимо всех экономических проблем, которые решает, на мой взгляд, только РИА Новости, по большому счету, это вопрос информационного обеспечения работы основных интеграционных структур. Идет выстраивание новых наднациональных структур, а до сих пор все документы, которые касаются ЕЭП и Таможенного союза, ратифицируются национальными парламентами. А когда у нас появится евразийская бюрократия и какие компетенции будут иметь вот эти самые евразийские чиновники, которые сейчас работают у Христенко в Евразийской экономической комиссии? Вопросы, вопросы, вопросы. И от того, насколько качественно, грамотно будет построена коммуникация между структурами, принимающими решения, и экспертным, и журналистским сообществом, на мой взгляд, от этого во многом и зависит восприятие и оценка работы интеграционных структур со стороны общества. Пока, к сожалению, поскольку я еще и педагог ко всему, хочется оценку поставить. Но я воздержусь, потому что, скажем, без оценки пока, по крайней мере, поскольку по большому счету обсуждать нечего. Но самое страшное, что ВОЗ и ныне там. То же самое говорили в 2009 году, когда создавался Таможенный союз. И то же самое страшные там слова произносили в адрес людей, которые не занимаются информационной политикой по продвижению Таможенного союза. Ничего не изменилось. Вот как будто бы 2 года прошли как сон пустой. И пока такая ситуация будет оставаться, все усилия по реальному выстраиванию евразийской интеграции, на мой взгляд, к сожалению, будут уходить впустую.